Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами, как я проращиваю маш. Чтобы прорастить маш, нам нужно его сначала замочить на ночь. Вот я беру чашечку, вот такую чашечку маша, пересыпаю в кастрюльку и заливаем все это дело водой. Просто заливаем водой. Побольше этой воды. Можно прям полную кастрюльку залить. И на ночь, целую ночь он будет у меня вот так стоять. А завтра утром я покажу, что нужно делать дальше. Если у вас маш, вот смотрите, у меня чистенькая водичка. Она не мутная, ничего, значит он чистый, хороший. Его можно так оставить. Если вы видите, что мутная вода, какая-то грязная, пыльная, просто промойте, один раз промойте, ну как обычно, как все крупы, ничего тут такого заумного нет. Все, берем этот маш, закрываем крышечкой и на ночь. Пусть он стоит, а завтра утром мы с вами продвинемся дальше. Я вам скажу, что делать дальше. Всем доброе утро, сейчас утро следующего дня. Смотрите, наш маш увеличился почти в 3 размера. Есть зернышки, которые уже вот раскрылись. Вот, видите? Вот, чуть-чуть. В общем, мы сейчас его аккуратненько промываем водой комнатной температуры. Я не знаю, какая у вас вода. Вот эти зеленые шкарлупочки, они должны уходить. То есть если оно вот уходит, вот всплывает наверх, вот, то пусть оно уходит. Нам это не нужно. Видите, уходят эти шкарлупочки, это значит, там где-то вот это зернышко уже раскрылось, и оно готово для тому, чтобы расти. Ну вот, маш хорошо мы промыли, теперь я приспособила вот эта центрифуга для сушки зелени. Нужно нам, чтобы маш был в таком месте, чтобы его поливать водой постоянно, а эту лишнюю воду можно было удобно сливать. Я беру вот эту чашу, ставлю сюда, это кухонное одноразовое такое полотенце. Вы можете взять марлечку, его нужно хорошо намочить и вот так на дно поставить. Теперь сюда мы высыпаем наш маш. Лишняя вода будет стекать, а он у нас будет тут расти. Сейчас я вот эти еще тоже вытащу. Вот, видите? То есть вот так вот промывается маш, вся лишняя вода уходит. А его мы промываем. Еще раз хорошо, проточно водой промыли. Вся вода слилась. И вот я ставлю его вот в эту чашу. Во-первых, удобно достать потом. И лишнее все слить. Теперь мы берем вторую салфеточку. Вы можете взять марлечку. И сверху укрываем, накрываем тоже вот так вот наш маш. Вот так. Можно вот так вот эти хвостики загнуть, чтобы они не падали. Ну, в общем, вот так вот все должно быть прикрыто влажной салфеточкой. И потом в течение 2-3 дней мы будем просто сверху поливать вот так вот водичкой.
лишнюю воду убирать. И наш будет расти. Теперь нам нужно сделать для этого маша темное место. То есть берем полотенце, как следует все укрываем, крышку не ставим, чтобы он дышал. Полотенцем сверху вот так вот закрываем. И он у меня стоит на кухне, на столе и растет. Встретимся вечером, посмотрим, что у нас получилось тут, как он проклюнулся. Ребята, все, я пришла с работы, вечер. Мы сейчас посмотрим, что у нас тут получилось. Чуть-чуть проклюнулись наши машики. Мы сейчас должны просто комнатной температурой, водой, вот так как следует пролить. Пролить как следует, намочить опять, чтобы все наши вот эти тряпочки намочились. И маш лежал в мокрой, не в мокрой, а во влажной среде. Влажная. Вода должна быть комнатной температуры. Не холодная, не ледяная из-под крана, а комнатной температуры. Вот все, сейчас вся лишняя вода стечет. Мы опять ставим это все вот сюда в чашечку. Закрываем полотенцем, делаем темно. И все. И оставляем стоять до завтрашнего утра. Завтра утром опять снимаем, промываем и закрываем. И так 3 или 4 дня, но будем смотреть, как он у нас там прорастает. Маш или бабы-мунг – это маленькие зеленые зернышки, относятся к семейству бобовых. Важно отметить, что прорастание меняет питательный состав бобов. Пророщенный маш содержит меньше калорий, но больше аминокислот. Чем же полезен пророщенный маш? Бобы-мунг богаты витаминами и минералами. Вареные проростки содержат марганец, магний, фосфор, железо, медь, калий, цинк, селен и витамины группы В. Это один из самых лучших источников растительного белка и незаменимых аминокислот. А проросшие бобы имеют впечатляющий аминооксидантный профиль и содержат в 6 раз больше антиоксидантов, чем обычные. Маш богат калием, магнием и клетчаткой, которые способны снижать кровяное давление. А высокое давление – это очень серьезная проблема для здоровья. Высокий уровень так называемого плохого холестерина может повысить риск сердечных заболеваний, а употребление в пищу около 130 грамм бобовых значительно снижает уровень такого холестерина в крови. Все, ребята, сегодня последний день. Давайте посмотрим, что у нас целая шапка этого маша. Смотрите, смотрите, о, какая красота. Сейчас нам его нужно промыть. Тут борода. В общем, я сейчас вот так постепенно. Посмотрите, какие они хорошие росточки. Супер ростки, супер, супер, дупер. Посмотрите, какой толстенький. В общем, сейчас вот так вот постепенно, каждую порционно нужно это все промыть. Будут всплывать вот эти зеленые штучки. Вот эти зелененькие. Вот, зелененькие. Вот эти зелененькие штучки. Их не надо. Это все можно вот так вот повылавливать.
перекладывать. В общем, самая сложная работа в этом проращивании — это вот промыть маш. По возможности как можно больше убрать эти зелененькие чешуйки. Так, берем друшлаг. Вот эти штуки перекладываем. Патент. Потому что они, все эти зеленые штучки, оседают вниз. Наш проросший маш плавает наверху, а зелененькие вот эти вот чешуйки все внизу. Поэтому я промываю его по чуть-чуть. Вот беру чуть-чуть, все, что лишнее, оно осядет. То, что не нужное. И совсем чуточку повозиться. Состав питательных веществ маша снижает уровень глюкозы в крови. Это основная характеристика диабета. Связана она с рядом хронических заболеваний, а маш богат клетчаткой и белком, что помогает замедлить выброс сахара в кровь. Фолат в маше помогает поддерживать здоровую беременность, а женщинам в положении рекомендуется употреблять продукты, богатые фолиевой кислотой. Клетчатка и белок подавляют гормоны голода. Более того, оба вещества стимулируют выработку гормонов пептида, которые и отвечают за чувство сытости. В маше содержится 18 аминокислот, в числе которых присутствуют все незаменимые для человеческого организма витамины и микроэлементы. А калорийность пророщенной культуры составляет всего 30 килокалорий, поэтому она так незаменима для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов. В общем, смотрите, ребята, первый раз я маш промыла, вон какая гора маша. Сейчас я его промою второй раз. Вот в этой центрифуге высушу. И маш может храниться в холодильнике 3 дня. А можно сразу приготовить вкусняшку. Какую вкусняшку? Подписывайтесь на мой канал, и я покажу, какую. Смотрите, целая тарелка получилась всякой ненужности. Но зато целое огромное количество очень нужного и ценного продукта. Сейчас я промою его еще раз. Второй раз промою. Много воды. Если что-то зелененькое еще тут попадется, тоже его вытащить. И все. Все во время, когда маш растет, во время проращивания, вообще вы этим машем не занимаетесь практически никак. То есть промыл, закрыл полотенцем, поставил. Промыл, полотенцем закрыл, поставил. Все. То, что нужно, вот как бы немножко затратить время, и то у меня ушло 15 минут всего лишь на вот это вот все. Это не так много, совершенно не затратное дело. Может быть, кто-то подумает: ой, Марокко с этим машем морочится. Но нет, это совсем не заморачиваешься ты с ним. Много воды, все вот эти зеленые лишние, как они называются? Чешуйки вон внизу. Смотрите, если у вас вот тут плавают вот такие вот не проклюнутые, как бы они проклюнулись, но они маленькие, что их сохранять? Так их тоже не надо. Все. До свидания.
не выросли, ваша проблема. Есть полно того, что выросло. И выросло хорошо. Сейчас второй раз промою. И все. И будем готовить вкусняшку. Или, если сейчас вам некогда, можно сложить этот маш в холодильник. И он вас подождет 3 дня. Смотрите, я замочила его много. У нас была чашечка сухого маша. Поэтому получилось много. Там, наверное, в чашечке было, ну, наверное, 200 грамм чашечка. А проросшего маша тут, ну, наверное, килограмма 2 получилось. Почему? Потому что я хочу готовить второе блюдо, гарнир, на него маша мне нужно много. А если вы хотите просто добавить в салатик проростки, они очень полезные, то вы можете, во-первых, вы можете небольшую емкость себе придумать какую-то, не такую огромную чашку. Много не сыпьте сразу для промывания, вот по чуть-чуть. Вот я много насыпала, и они, вот эти вот зелененькие штуковины, они не оседают вниз, а цепляются за корешки. Все, я промыла маш на 2 раза, как следует. Сейчас мы его в центрифуге вот так прокрутим, просушим. И все. Вся наша эпопея с проростками маша закончится. Как видите, в неприглядных на первый взгляд проростках маша кроется огромная польза. Все, ребята, вот такая чашка, целая огромная чаша маша, наша Маша, чаша Маша у нас получилась. Из него можно приготовить очень много вкусных и полезных блюд. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. Bye.